Всем привет! Это разбор аккаунта Aldurin Viking. Так, давай начнем с экономики. Здесь я вижу, ты правильно все делаешь. Дошел до Т4, остановился. Все. Падальщиков можешь пока не качать. И чисто все в экономику я вижу. Все правильно. Только качай теперь скорость строительства на максимум. И пооткрывай вот эти технологии, потому что тебе откроется сразу скорость исследования. Она у тебя уже должна быть открыта, и ты можешь ее качать. Дальше. По рабочим. По рабочим у тебя уровень добычи, да, уровень коммерции, уровень охраны. Деревня охраны — это самая бесполезная деревня, ее лучше сменить. У тебя еще один уровень добычи. Предлагаю тебе 2 уровень добычи, это кристаллы, и 2 коммерции, это ускорение. Вот так это переделывается. В любой момент можешь делать по своему усмотрению. Можешь 4 коммерции, можешь 4 там уровня добычи делать в деревне. Также по рабочим, не по рабочим, а по чемпионам ставишь самых сильных сюда. Именно как они оцениваются. Я тебе покажу, как они потом оцениваются. Их будущий потенциал тоже я покажу, чтобы ты понимал. Обязательно качай деревню. Они у тебя идут параллельной стройкой. Желательно параллельно качать. Ну вот, например, покажу. Вот у тебя деревенский зал 12. Дотягивай рынок до 12. И так по очереди. Качай, повышай. Все деревни. Ну и здесь также. Так, дальше. Дальше по деревням. Здесь все хорошо. По рабочим в общем. Я вижу, у тебя рабочих, тебе нужно найти строителя. У тебя есть, я вижу, рабочий ученый. Что у тебя вообще по рабочим? Так, ага. Самые бесполезные рабочие — это как раз таки вот он, кузнец. И самый бесполезный еще разведчик. Их можешь удалять. Также у тебя еще 3 пары, получается, у тебя есть один, который стоит, уже исследует ученый. У тебя есть еще 2 ученых, которые вот просто стоят, они тебе просто не нужны. Ты улучшаешь, вот удаляешь ненужных, дубликаты, рабочих стройки, не стройки, рабочих разведчиков, рабочих кузнецов, и улучшаешь в первую очередь это своего ученого и улучшаешь по звездам рабочих, именно которые строители. Ты их берешь в лагере рабочих, то есть не в лагере рабочих, а где этот лагерь? Лагерь рабочих, в найме. Пытаешься их отсюда выбить, они здесь подешевле 40 тысяч. Ну, если не выбивается, то берешь таверну, заходишь меда у иностранного торговца, вот. Ищешь именно, чтобы были рабочие, которые тебе нужны. Здесь всякие падают. Здесь может и ученый, и строитель, вот тебе нужно строителя отсюда выбить, ученого нужно отсюда выбить. И их улучшать. Чтобы монетки набирать, тебе нужно заказы на максимум выполнять. Постоянно они у тебя должны разведываться, постоянно они должны у тебя, эти заказы, делаться. Чем больше монеток, тем больше ты можешь купить, потому что с таверным меда много надо чего скупить, прям очень много. Нужно скупать тебе и, во-первых, рабочих, это в первую очередь, а потом тебе нужно будет скупать, повышать героев. Тебе нужно будет скупать Айвора, тебе нужно будет скупать Вудера, тебе нужно скупать Грегори.
И еще Сесилия отсюда нужно будет скупать. Для начала с рабочими разберись, потому что экономика в первую очередь. А потом уже будешь повышать героев. Так что ищи и выбивай отсюда именно рабочих, которые тебе нужны. В первую очередь тебе нужно отсюда 2 строителя и ученый. Потом можешь что угодно отсюда скупать, чтобы лишь бы повышать звезды твоим рабочим. Звезды повышай только рабочему и ученому, никому другому больше не повышай пока. Торговец. Отсюда желательно скупать все. Скупать обязательно это зелье восстановления, ускорения. Сущность монстра обязательно. Обязательно скупай колючий шип и... Где оно у тебя? Еще одно. Кроме колючего шипа. И военный горн. Но их лучше скупать сейчас по максимуму каждую неделю, потому что их тебе будет не хватать. Чтобы открыть Т6, тебе нужно будет прокачать все здания на 25 уровень. Тебе обязательно потребует прокачать на максимум дозорную башню, база войска. Для них требуются именно вот эти вот материалы. Потом будешь сидеть, искать их и скупать. Так что лучше сразу с самого начала, со старта желательно скупать, ну, все вот эти сущности. Также скупай осколки редких героев, если они у тебя не прокачаны на 6 звезд. Ну, все, что за ресурс тебе надо скупать. Обязательно осколки эпических героев. Прям обязательно на максимум скупай. Надо успевать за неделю все это скупить. Через неделю оно обновляется каждую неделю. Так что у тебя 3 дня, чтобы это все скупить. Я лично даже исследования я обязательно ставлю, но вот иногда даже жертвую стройкой, лишь бы все это скупить, успеть. Кристаллы все в VIP. Желательно вот мобилизация как раз. Вот копишь неделю VIP. И потом мобилизация. Ищешь вот такие вот задания. Желательно побольше. Там есть 15 тысяч кристаллов потратить, 10 тысяч кристаллов потратить, 7500 тысяч кристаллов потратить. R4 вот здесь обновляют. Может выпасть такие задания. Ты здесь можешь обновлять, такие задания выпадают. Как выпадут, берешь и идешь тратить кристаллы. Покупать именно очки випа, процветания. Больше кристалла никуда не тратишь. Пока VIP 10 не получишь, твоя цель VIP 10. На VIP 10 здесь будут давать осколок легендарного героя S1. То есть ты сможешь прокачивать... Каждый день будешь получать один осколок и сможешь прокачивать золотых героев первого сезона. Так, дальше. По экономике. Ну, про рабочих я тебе сказал. Про академию я тебе сказал. Что только качать только экономику на максимум. Потом военная. По таверне я тебе сказал. Так. Обязательно у тебя должны постоянно строиться, постоянно обучаться и постоянно технологии изучаться. Также ресурсы собирай на точках племени, чтобы больше получить бонус. Используй бонус. Должен быть синий бонус еще. Вот эти 2 бонуса ты можешь использовать сразу. Это ускоряет твою деревню. Вот это ускоряет деревню сбора. То есть будут кристаллы больше в деревне производиться. Это коммерция, то есть коммерческие сборы. Усиление патруля — это именно деревни охоты. Охрана, точнее, деревня охрана увеличивает. Но деревни охраны, они бесполезны. Они дают опыт героям, дают немножко, легче. Больше даже будет просто на нефлунгов набивать. Войскам
Как только будет правление викингов, на третий день переучиваешь Т3 в Т4. Так, по экономике вроде все. Пойдем сразу по боевой части. Я вижу, ты качаешь Сигурда, то есть купаешь его осколки в таверне. Значит, будешь чередовать Сигурда и Грегори. Сигурду в пару качай Вудера. У тебя будет первый отряд, это Вудер и Сигурд. Сейчас я тебе объясню, как вообще я выбираю. И почему. У тебя будет это танковый твой отряд. Первое умение Вудера. Оно наносит 1 единицу прямого урона, не более чем 3 целям. Наносит мало урона, 300 всего лишь, но дает щит. Это что важно. То есть твой отряд будет живучий. Вообще танковый отряд, он создан для того, чтобы его били. Потому что танковый отряд не наносит свой урон только когда контратакуют. А контратака происходит только когда твой отряд бьют. Так что первый отряд танковый должен идти сразу в бой. На него должны все переключиться, все его атаковать. Чем больше людей его атакуют, тем больше он урона в ответ нанесет, потому что его умения все работают от контратаки. И вот здесь все его умения ему нужно давать только от контратаки. Вот, видишь, увеличивает урон контратаки, это правильно. Второе его умение, каждый раз, когда цель получает урон от активного умения, сразу же видишь, да, что его должны бить активным умением. Активное умение — это первое умение героев. Урон от контратаки увеличивается на 35%. Получается 35, и плюс еще, когда щит работает, у тебя работает отражатель щита. То хорошо. То есть тебе нужно еще щиты. Желательно, конечно, Лерда качать к нему в пару. Это будет прям идеально. Но раз у тебя Сигурд, то будем с Сигурдом работать. По талантам. Они у тебя не открыты, но тебе нужно будет в таверне будет потом скупать, повышать ему звезды. А также универсальные осколки фиолетовые переводить ему. Получается, вот, да? Все осколки эпические, которые ты скупаешь, ему звезды делай. По талантам. Первый талант увеличивает щит развернутых войск на 15%. То есть щит, он и так дает щит. Этот будет щит усиляться на 15%. Второе умение. И вот эти, они базовые, они дают 3,5% к атаке, защиты и здоровью войск. Пикинеров войск. Так что Вудер плюс Сигурд у тебя должны быть обязательно полный марш пикинеров. Так, вот этот талант. Когда ваши развернутые войска наносят контратаки, то есть еще раз слушай, контратаки, значит его должны контратаковать. Существует 20% шанс нанести дополнительный урон. Урон будет маленький, всего лишь 200 с лишним, но шансом 20% каждую секунду, если тебя контратакуют. Если много контратакуют, то чаще шанс будет срабатывать. Совсем неплохой талант, но урона мало. И последний. Когда развернутые войска получают урон от активных навыков, то есть первого умения героев, есть шанс 50% нанести прямой урон. Коэффициент 300 будет при максимуме 1000. То есть 1000 урона в ответ будешь давать. В итоге получается по талантам здесь все не надо качать, ты это сбрасывай. Качаешь только где оно здесь? Защиту пикинеров. Выживаемость пикинеров. Как только ты это прокачаешь, прокачивай атаку пикинеров. Ну вот везде, видишь, защита, выживаемость. Именно пикинеров. Пока защита пикинеров, вот она. Защита пикинеров. Выживаемость пикинеров. Защита пикинеров. Выживаемость пикинеров. А потом будешь прокачивать
атаку и защита войск. Так, по этому герою у тебя стоит все правильно. По ездовым животным у тебя на нем стоит защита пехоты. У тебя Вудер специализируется на защите пехоты. Точнее, на пикинерах. То есть ему не подходит этот ездовой питомец. Желательно брать защиту пикинеров. Так что сейчас я тебе найду. Или общую защиту. Так, атака, защита войск. Нет. Атака пикинеров. Так, где она у тебя? Тебя... Вот, увеличение ОЗ войск тоже подойдет. К нему в пару будет Сигурд. У Сигурда стоит защита пикинеров, все верно. Прокачиваешь именно ездовых питомцев золотых. Не надо качать вот этих синих, ты только используешь зря опыт, который добывается очень сложно для ездовых питомцев. Надо скупать в основном. Так что прокачиваешь только золотого. Потому что рано или поздно ты должен перейти на золотых ездовых питомцев, а этих ты как бы прокачал, но потом их выбрасывать. Особенно фиолетовых. Не фиолетовых, синих, потому что их вообще на фиолетовые можно будет поменять. Фиолетовые часто будут падать. Ну а фиолетовые потом на золотые. Так. Первый талант Сигурда. Наносит прямой урон. Это я смотрю, он будет на 10. Обязательно качай на 10 первые 2 умения. Не распыляйся в плане вот этих вот качать. Быстрая атака и так далее. Обязательно в первую очередь первые 2 умения на 10. Скупай опыт в магазине умений. Можешь скупать, да, вот эти, которые за ресурсы. И обязательно все здесь скупай. Обновляй бесплатные попытки, можно одну платную. И вылаживайся Сигурда. Ну и Вудер. Это для начала. Потом второй отряд будешь делать. Потому что как только будет первое умение 10 и второе умение 10, а также прокачаны все звезды, то есть все вот эти вот до 5 будут прокачаны, тогда откроется пробуждение, то есть вот это улучшенное его первое умение. То есть герой станет на максимум, он станет намного лучше. Ну так вот. Первый талант наносит прямой урон. 1400. Много урона. И также увеличивает урон навыка контратаки развернутых войск на 12% на 2 секунды. После пробуждения урон повысится до 1600. А также урон навыка контратаки на 15%. Что такое урон навыка контратаки? Вот, смотри. Вот, допустим, в паре у тебя стоит Вудер. Видишь, написано контратака. То есть это умение будет у него повышено. Это умение будет повышено. Урон. У Сигурда этого в талантах вроде бы нету такого. Да, у него команда стоит. Пассивный стоит. У него нету. Также те умения, которые ты ставишь им. То есть тут пассивный. Ну, давай по умениям. Все умения, которые написано контратака, вот оно контратака, оно будет повышать урон ему. Так что им лучше ставить умения, которые типа контратаки. Давай второе. Когда развернутые войска имеют щит, а Вудер накладывает как раз таки щит, есть шанс 25% нанести прямой урон цели. Урон будет повышен. И шанс нанести эффект сломанный клинок на 2 секунды. То есть запрет контратаковать противнику. В общем, вот такая у тебя будет первый отряд танковый. Это Сигурд плюс Вудер.
по умениям я тебе поставлю месть. Это контратака дает. Не качать его. Месть не очень сейчас хорошее умение. Раньше было лучше, но видишь, урона мало. 325. И шанс маленький 10. Ну, из того, что у тебя ничего пока что нету, то пусть стоит. Тем более, что его будут танковый отряд все бить. А умение дает, когда развернутые войска проводят контратаку, то есть когда он отвечает атакой. 10% шанс нанести урон до 5 целей вокруг. То есть если чем больше бьют, тем больше получит вот этот урон. Так, и что здесь? Это команда. Ответный удар хороший тоже. Когда развернутые войска получают урон от активного умения, есть шанс 40% нанести прямой урон. 494, много. А из того, что это контратака, он будет повышен еще. Ну, у тебя стоит сейчас на Айворе, лучше поставить сюда. Кстати, это умение хорошее, его можно прокачивать. Пригодится. По снаряжению. У тебя снаряжение стоит. Ну, в основном пехота. Вот это тоже на пехоту. И это пехота. У тебя только стоит вот на пикинеров хорошие сапоги. Я тебя сейчас в избранные добавлю на пикинеров снаряжение. Будешь качать и будешь улучшать его. Где кузница? Вот. Так. У тебя больше ничего не стоит, да? На пикинеров нужно молот из бивня. Нужен шапка дикаря. Это самое лучшее снаряжение, которое есть. На плечи из волчьей шкуры. Видишь, ты уже все можешь их выковать. Ну и дети, поножи потрошителя, которые у тебя на одном стоят. Вот они. То есть и первому, и второму. И ему нужно это снаряжение поставить. И Вудру нужно поставить это снаряжение, которое я поставил в избранное. Некоторые снаряжения можно ты не сможешь поставить, потому что уровень нужен 40-й. А на молот бивня вообще 45 уровень. Так что ходи обязательно на черепах, чтобы прокачивать уровень. Черепахи в 19:30 в третьей зоне. И во второй зоне в 21:30. Так, второй отряд. Второй отряд будем делать на пехоту. Грегори. И желательно, конечно, Сесиль. У тебя прокачан Айвор, ну, будем качать Сесиль. Она больше подходит для Грегори. Итак, давай смотреть. Сесиль наносит урон. Урон тоже, кстати, неплохой, 950. Из фиолетовых, мне кажется, это очень хороший показатель. Фиолетовые в основном очень мало наносят урона. И увеличивает получаемый урон. Ну, то есть увеличивает урон от базовой атаки на 25%. Базовая атака — это то, что наносится каждую секунду, когда ты атакуешь. Контратака, то есть только когда тебя контратакуют, наносится. То есть ты идешь сначала своим Сигурдом плюс Вудром. Его начинают бить. Он начинает контратаковать всех. Он как бы базовую атаку наносит и контратакует. Если ты подходишь именно просто бьешь, вот допустим, это что и нужно тебе, Грегори и Сесиль, потом пойти просто бить, когда будут твоего танка бить. Он наносит только базовую атаку. То есть контратаку не наносит. Так что вот это умение, которое стояло, допустим, у Айвора, ответный удар, он не будет здесь работать, если ты
если этот отряд не будет атаковать. А этот отряд не должны атаковать. Он должен атаковать именно сбоку. Ну так вот, увеличивает урон от автоатак. Будет увеличивать на 25%, это очень хорошо, на 3 секунды. После пробуждения на 30%, и урон будет повышен. Второе умение, оно не сказал бы, что хорошее, но для... Если тебя не будут атаковать, в принципе, умение хорошее, ты будешь наносить очень много урона. Он увеличивает атаку общую, то есть атаку пехоты, допустим, которая влияет и на базовую атаку, и на контратаку. Но снижает защиту войск. Что плохо, как понимаешь. Будешь меньше жить. И что еще, так это на такие танковые отряды, у которых прокачана контратака, также, ну, кто разбирается в игре, он будет очень больно получать. Больнее, чем будешь наносить. Потому что защиты будет меньше. Так, по талантам. Первый талант пассивный. Увеличивает основной атакующий урон. Основной атакующий урон — это базовый урон развернутых войск на 20. То есть сразу же плюс 20 базовый урон. И плюс еще своим умением она будет после пробуждения 30 давать на 3 секунды. То есть 50, да. Это базовая по 3,5 дает. Это сотрудничество. Когда развернутые войска используют активный навык, то есть когда твои герои в отряде, то есть Грегори и Сесиль, используют активный навык, есть шанс 50% нанести прямой урон. Урон будет хороший. И тоже сотрудничество последний. Когда ваш отряд сбора наносит основную атаки. Сбора — это именно ралли сбор, что не очень хорошо, потому что фиолетовые в сборе не используются. Ну, на лидерах этот талант подойдет. Есть 15% шанс нанести дополнительный урон. Если на лидерах будешь ее использовать, то этот навык будет срабатывать. Так, дальше. Дальше Грегори. Так, а здесь у нас сотрудничество что? Вот это забыл. Использует активный навык. Кстати, насчет вот этого. Когда развернутые войска используют активный навык. То есть, чем чаще активный навык будет использоваться, тем лучше. А значит, здесь лучше использовать такие умения, которые повышают ярость. Ну вот первый удар. Хорошее умение. Тоже качай его на максимум. Оно будет тебе набирать ярость. Чем быстрее ярость наберется, тем быстрее будет навык использоваться. И тем быстрее у тебя будет срабатывать этот талант с определенным процентом. Я скажу, какие умения еще можно поставить для набора ярости. Это называется набор для быстрых боев в поле. Сейчас Грегори я тебе объясню. Грегори увеличивает урон от базовой атаки до 4 союзных войск в круговом диапазоне. Качай на максимум. То есть все твои отряды, которые будут рядом в круговом диапазоне, получат увеличенный урон от базовой атаки на 45% на 5 секунд. В том числе и твой отряд. А Сесили так 50%. И плюс еще Грегори 45 будет добавлять. Также имеет шанс 100%. Стопроцентный шанс вызвать у цели кровотечение, которое наносит урон каждую 3 секунду. То есть в течение 2 секунд 300 единиц урона. То есть каждую секунду по 300. 600 будет наносить. Маловато. Но Грегори
Цель Грегори не в нанесении урона, а как бы увеличение базовой атаки. Это очень полезно. Очень хорошо. Увеличивает, после пробуждения будет увеличивать урон от базовой атаки до 5 союзных войск в круговом диапазоне. То есть все твои 5 маршев на 50%. Также имеет шанс 100% вызвать у цели кровотечения 400. Это уже получше, будет 800 наносить. По талантам. Первый талант увеличивает основной атакующий урон, то есть базовую атаку. Плюсом еще, то есть базовой атаки будет много каждую секунду, которую ты будешь наносить, если он будет стоять в паре с Сесиль. Это базово, они вроде бы добавляют плюс 8%. Сотрудничество. Навык. Когда развернутые войска используют базовую атаку, то есть каждую секунду, когда атакуют, есть шанс 20% нанести прямой урон. Коэффициент 120. Урон будет не средненький, не очень большой. Урон имеет также шанс 25% вызвать замедление цели на 10 секунд. Замедляет цель. Сейчас это бесполезно, но на КВК будет такой герой, как Бьорн, который в паре с ним будет очень хорош. Бьорн, его навыки работают как раз таки на замедление. То есть, если цель замедлена, он там будет наносить урон. И последний, это сотрудничество тоже. Когда развернутые войска используют активный навык, видишь, тоже активный навык, чем быстрее активный навык будет использоваться, тем лучше. Есть шанс 40% нанести прямой урон цели. Коэффициент урона 420, урон будет большой. Но, так как у тебя он сейчас одной звезды, работает только этот, и то на 2 из 5. Как будет 6 звезд, так что надо скупать будет осколки в таверне меда, тогда будет и это работать. Но в будущей перспективе, как видишь, и Сесиль, и он очень хорошо сработаются в паре на базовую атаку. А также, если у тебя нету сейчас в данный момент умения, которое можно поставить на увеличение базовой атаки, это решимость Тора, умения, ну еще там другие умения сейчас, у тебя нету таких, то ты ставишь умения, которые будут добавлять ярость или работать от активного навыка. Так, это первый удар. Это, надеюсь, тебе выпадет. Сейчас скажу. Так, где оно? Первый удар обязательно качай на максимум. Надеюсь, тебе выпадет также бешенство, которое тоже повышает ярость, когда войска совершают базовую атаку. Чем больше наберешь ярости, тем лучше. А также фиолетовые хорошие умения, которые работают от активного навыка. Я думаю, они тебе выпадут. Если не выпадут в таверне, в магазине умения не попадаются, сможешь выбить их. Это совместное нападение. Наносит причем прилично урона много, когда развернутые войска используют активное умение. И шанс хороший. То есть набирается ярость, используется часто умение. Часто используются умения, таланты эти срабатывают и у Сесиль, и у Грегори. И плюс еще вот это вот умение срабатывает, наносит урона 800 при прокачке на 6 звезд. Фиолетовое умение прокачать на 6 звезд легко и очень быстро. Падают и фиолетовые универсальные осколки, не осколки, камни. Также осколки в магазине умений хорошо падают и в зале доблести выпадает. Ну и следующее, что можно, сейчас скажу, где оно здесь. Тоже что-нибудь. Что-нибудь на именно на быструю атаку. Так, видимо, здесь у тебя нету. Так, желательно что-нибудь, чтобы работало от активного навыка. Это не стоит брать.
Здесь все работает от базовой атаки. Контратака. Вот это очень хорошее тоже умение. Когда развернутые войска используют умение ярости. Умение ярости это не имеется в виду, что первое активное умение, вообще любые умения, наносит прямой урон цели один раз. Коэффициент урон, конечно, маленький будет. И дает развернутый войскам щит тоже маленький. Но оно срабатывает от каждого умения сработанного. Активного умения. Умения, которое ты поставишь. Так что если оно выпадет, качай на максимум. И ставь есть вместе. Когда оно у тебя выпадет. Если не выпадет, то фиолетовое. Вот это неплохое. Качать не стоит, но просто поставить можно. Наносит урон. До развернутые войска меньше 75% тоже можно поставить временно. Это не стоит ставить абсолютно вообще. Приливная атака тоже можно поставить. Когда развернутые войска совершают базовую атаку, есть 15% шанс нанести урон. Если в качестве главного командира увеличивает наносимый урон еще. Урон маленький, но будет срабатывать. Может сработать с 15% каждую секунду шансом. Главный командир это имеется тот, кто у тебя стоит первый. Ну, будешь ставить первого Грегори. Сейчас у тебя ничего из этого нету. Можно поставить набирающие обороты временно. Не качай его. Эта команда. Будет наносить урон каждые 12 секунд. И можно поставить дикую индульгенцию. Тоже наносит урон. Тоже это умение, я думаю, не стоит качать. Оно наносит много урона при прокачке на максимум, но оно просто наносит урон. Есть более интересные умения. Пока пусть стоит. По снаряжению. Сейчас тебе снаряжение у тебя стоит на лучников. Хотя это пехота. Так, на пехоту. Монолитный шлем. Шлем очень хороший. И сейчас я тебя также поставлю. Где у тебя кузница? Вот она. Кузница. В избранное снаряжение, которое именно на пехоту. Хорошо. Это топор ярости. Это монолитный шлем. Это отравленный доспех. Из сапогов есть хорошие сапоги землетрясения, которые именно делает как бы полноценный отряд, будет давать ему защиту пехоты, но у тебя защита режется и увеличивается атака за счет сесиль, а значит, просто сапоги, которые уменьшат эффект, так сказать, от второго умения сесиль. То есть ни туда, ни сюда. Будет усреднить, так сказать, показатели, уменьшить то, что ухудшает защиту у тебя. Так что лучше, конечно, увеличить еще атаку. А это сапоги крипты хороши. То есть увеличивает атаку пехоты, видишь. Будет увеличивать на 13%. Так что я советую тебе поставить сапоги крипты. Но можешь, конечно, подумать и над сапоги землетрясения. Но стоит понимать, что они будут качаться дольше, потому что монолитный шлем и сапоги землетрясения нужен один и тот же монстр, то есть голем. То есть материалы будут и на то одинаковые. Также это снаряжение нужно поставить и на Грегори, и на Сесиль. Некоторые снаряжения также 45 уровня, это топор ярости, и 40 уровня есть. Вообще пехота вроде бы все
абсолютно все снаряжение от 40 уровня. То есть нету от 35-го. Так что качай тоже Сесиль и Грегори. Ну и третье, что можно поставить, я вижу, оно у тебя прокачивается, тоже хорошо. Это Айвор и Алена. Это лучники. Но, честно, я бы, конечно, их выводил, но у тебя умений особо нету на них. Давай я объясню сразу. Айвор — это универсал. Его стоит прокачать на максимум, его стоит и открыть на максимум. Потому что его можно поставить с любым, в любой отряд в будущем. Так что давай смотреть. Первый талант, он наносит 1 единицу прямого урона, фактор урона 600, не более чем 3 целям. В пределах дуги и увеличивает атаку войск, общую атаку войск. То есть это увеличит и базовую атаку, и контратаку. На 3 секунды дает всего лишь. После пробуждения 800 фактор урона. Грегори даже 800 наносит. И не более чем 3 целям в пределах дуги. В пределах дуги это полукруг наносится. 3 цели вряд ли будет там. Скорее всего, максимум это 2. И увеличивает атаку войск на 12%. Также, когда развернутые войска, второе умение, выполняют базовую атаку, то есть атакуют, есть шанс 20% нанести урон цели. Коэффициент урона маленький, всего лишь там, будет 300 или 400, где-то так будет. Если у развернутого войска есть положительный эффект, положительные эффекты — это увеличение атаки, увеличение скорости и так далее. Все положительные эффекты, которые есть. Увеличение защиты, то наносимый урон будет увеличен. Он не намного будет увеличен, но будет немножко. Так, по талантам. Что у нас? Таланты. Пассивный. Увеличит урон от активных умений развернутых войск на 15%. То есть увеличивает урон от активного умения героя и первого, и второго на 15%. То есть и Айвора, и тот, с кем он будет стоять. Это все базово по 3,5% будет давать атаки, защиты и здоровья. Давай сюда. Команда. Наносит прямой урон 1 раз. 650. Цели каждые 9 секунд. Каждые 9 секунд просто будет наносить урон. И последнее, оно для сбора. Увеличивает урон, наносимый войсками сбора, на 5% будет здесь. То есть оно не будет работать просто в поле. Это для сбора. Так, давай дальше. И то оно работает, если ты лидер сбора. Кстати, я не поставил зверей здесь. Уменьшение урона умения контратаки. Можно поставить, потому что именно от контратаки будет больно пехоте. Но, конечно, можно поставить урон именно пехоты. Или атака войск. Пусть стоит временно. Так, здесь уменьшает урон умения контратаки. Здесь лучше, я думаю, поставить хоть что-то на урон пехоты. Именно пехоты надо искать. Так, вот эти грузчики, это все можешь удалять, потому что оно не нужно. Грузчиками никто не играет. Так, нет пехоты. Пехоты нет, есть просто атака войск. Давай атаку войск сделаю. Так, вернемся к Айвору. По талантам. Здесь все. По увеличению урона у меня контратаки. Это, кстати, здесь вообще не работает. Это бы работало
на Вудере и Сигурте хорошо. Ну, это особенно если золотой. Вот, допустим, закон джунглей, если ты будешь играть за Сигурта и Вудера, бывает попадаются золотые, ну, ездовые питомцы, которые увеличивают урон от умения контратаки. Вот оно будет хорошо там, в законе джунглей, срабатывать у тебя. Так что лучше что-то выбрать на атаку. Ну, попозже сейчас. Я второго тебе. У тебя этот универсал, но в паре стоит лучник. Так что у тебя здесь войска должны быть лучники. Грегори и Сесиль это чисто пехота. Так что здесь желательно поставить атаку лучников или общую атаку. Ну вот, увеличение атаки войск хороша. Сбор еды желательно потом заменишь, поставишь что-нибудь тоже на атаку. Или атаку лучников, или общую атаку. Так, теперь Алена. Что могу по талантам тебе сказать и по общему герою? Это у него таланты универсальны, сбор, каждые 9 секунд атака, то есть ничего такого, что именно завязано на базовой атаке или на контратаке. Ну вот только увеличивает... А нет, они все у тебя нейтральные, так сказать. Алена. Так, первый навык. Алена, кстати, нигде не выбивается, ее нельзя в таверне меда купить. Так что на нее лучше использовать универсальные осколки, только так качать. Или выбивать из доблести. Первый ее навык. Наносит цели прямой урон 900 и восстанавливает 50 ярости каждую секунду для всех развернутых войск в течение 2 секунд. Насчет этого не знаю. Скорее всего, развернутого войска твоего именно. Не всех вокруг. Потому что всех вокруг должно быть в каком-то радиусе. Так что это, скорее всего, ошибка, и это развернутое войско твоего именно. В течение 2 секунд. То есть в течение 2 секунд 100 ярости. Если цель горит, то ты получаешь сразу за 1 секунду 100 ярости. После пробуждения будет наносить 1250 урона. Лучники наносят очень много урона. Они как основная атакующая сила. И восстанавливают 100 ярости каждую секунду, то есть 200. Или если цель горит, то сразу 200 будет наносить. Второе умение. Когда используется активное умение, оно имеет 35% шанс сжечь целевые войска, нанося урон в секунду. Зачем-то продублировали. В течение 2 секунд. Получается, тоже можно поставить на наборы ярости. Плюс она еще и дает сама по себе ярость. Так что выбирай, кому ставить. Ну, пока что, мне кажется, она у тебя не прокачана. Когда будет прокачана, можно и на нее поставить. Ну, там двое будет работать. Правда, Грегори до 6 навыка пока дойдет. Потом просто обратишься ко мне, как прокачаешь по звездам Алену, Сесиль, Вудера, когда будешь прокачивать. И когда у тебя новые умения появляются, будешь ко мне обращаться, я буду переставлять их. Так, то есть, чем чаще используется активное умение, тем чаще оно будет сжечь врага, нанося урон в течение 2 секунд. Так, по талантам. Увеличивает урон от горения. То есть на 15% второе умение ее, вот это, будет наносить больше урона. Это все базово. Так, это у нас пассивный. Командно. Тоже, когда ваши развернутые войска получают урон от активных умений, не очень хороший талант у нее, потому что лучников вообще не должны бить. Если их бьют, то они сразу умирают. Ну, мало ли, кто-то ударит массовой атакой, ну и оно ответит. Урон от активных умений есть 50% шанс нанести 1 единицу прямого урона. Фактор урона будет тоже большой. Мало ли, тот же Айвор заденет ее,
получит в ответ именно этим умением. Но третий отряд тоже никто не должен бить, особенно третий отряд, потому что лучники очень слабые насчет этого. Ну и шестой. Сотрудничество. Когда ваши развернутые войска применяют активное умение, тоже видишь, можно поставить на быстрые бои, то есть на набор яростей и все, что связано с быстрым набором ярости и использование активного умения. Есть 50% шанс уменьшить ярость цели. Уменьшать вроде будет на 200, если я ничего не путаю. Ну, может ошибаюсь. Так, по умениям сейчас поставлю. Здесь тоже лучше. У тебя стоит вообще пехота. Кто-то на атаку лучников нужно поставить. Так, УЗ войск. Так, защита у пехоты. У тебя нету. Ну, увеличение урона умения сотрудничества временно поставь. Как только выбьешь что-нибудь на лучников или общую атаку, поставишь. Почему сотрудничество? Потому что я вот этот навык сотрудничества. Ну и посмотрим, может что-то из тех умений, которые все-таки остались, будет именно сотрудничество. Так, разоружение. Когда развернутые войска контратакуют, то есть это именно для танка. То, что у тебя он стоял, он не работал, потому что, может, этот отряд и не будут бить, а его и не должны бить. Когда развернутые атакуют цель с фланга, наносит нанесение атак, увеличивает атаку. Ну, временно можно. Но у тебя вообще умений практически нет. Так что временно поставлю. Этот отряд желательно, конечно, пока что не выводить и играть двумя. Но я имею в виду именно в бою, именно против людей. Лучше выводить два отряда, потому что этот отряд... Хотя у тебя Айвер прокачан. Да выводи 3, ладно. Так, здесь. Здесь, когда развернутый шанс совершает базовую атаку, есть шанс увеличить их атаку. Ну, у тебя и так атака повышена. Набирай осадой, да? Это у меня, кстати, работает только если ты атакуешь того, кто атакует другой отряд, то есть фланга. Совершают базовую атаку. Есть шанс 10% шанс увеличить атаку. Угу. Эффект кровотечения. Базовую атаку увеличить их атаку. Давай, все, сделаю на атаку тебе. Да, развернутый совершает базовую атаку. Есть шанс здесь тебе вызвать? Нет. Наносит прямой урон. Каждые 15 секунд. Защита. Кровотечение. Ну, это можно. Когда развернутые войска совершают базовую атаку, есть шанс 8%. Очень маленький шанс. Ну, может быть, сработает. Получить 42 ярости. Хотя, наверное, лучше поставить боевой дух на атаку. Будет намного выгоднее. По снаряжению. Плита магмы хорошо. На лучников. И все. По кузнице я поставлю тебе на лучников. Тоже. На лучников лучшее снаряжение это. Лук жадности. Пернатая корона. Плита магмы. И сапоги-скороходы.
Да, все. Ну, вроде бы разобрались и с военной частью, и с экономической. Всем до встречи в новых разборах. Всем пока.